Друзья, приветствуем вас на канале Фактограф. В этом видео мы познакомимся с самыми странными мегалитами со всего мира, сооружениями, которые не перестают удивлять ученых и исследователей. Эти массивные каменные конструкции, созданные руками человека много тысяч лет назад, вызывают множество вопросов, как они были построены, для чего служили и какие секреты скрывают в себе. От древних конструкций Баальбека и Карнака до величественного Стоунхеджа и загадочного Мачу-Пикчу. Каждый мегалит имеет свою уникальную историю и атмосферу. Мы рассмотрим не только их архитектурные особенности, но и факты, связанные с этими удивительными памятниками. Приготовьтесь к погружению в мир древности, где каждый камень может рассказать свою историю, а каждая находка — открыть новые горизонты для нашего понимания прошлого. Но перед этим не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А теперь поехали! Пума-Пунку, Боливия. Пума-Пунку – комплекс мегалитических строений, расположенный в Боливии, вблизи восточного берега озера Титикака. Массивные монолиты сделаны из красного песчаника, андезита и серого диорита, местных пород, некоторые из которых тяжело поддаются обработке. Самый крупный каменный блок из всех, найденных в Пума-Пунку, достигает 7,81 метра в длину, а в ширину 5,17 метра. Его вес оценивается в 131 тонну. Тем не менее, эти мегалитические блоки обработаны с математической точностью. В них вырезаны пазы, кромки, отверстия, ступенчатые плоскости, внутри монолита сложной геометрической формы, карнизы, лунки, замки. И это не архитектурные детали, не части каменных фризов и тому подобное, а технологические элементы, как у деталей детского конструктора. Гигантские гранитные блоки разбросаны по внушительному размеру плато, как детские кубики. Создается впечатление, что здесь произошла некая катастрофа немыслимых масштабов. Археологи до сих пор не могут понять, чем являлся Пума-Пунку, как он выглядел и для какой цели могло служить это гигантское сооружение. Мачу-Пикчу, Перу. Мачу-Пикчу – древняя цитадель инков, расположенная среди Андских гор. Таинственный город был построен в середине 15 века, но весь мир о нем узнал лишь в 1911 году. Однако по сей день неизвестно ни время его постройки, ни цель его строительства, ни число жителей. Размеры Мачу-Пикчу достаточно скромны. В нем видны остатки не более 200 сооружений. Большей частью они сложены из хорошо обработанного камня, плотно пригнанных друг к другу плит. Тщательно вырезанные и точно соединенные друг с другом без раствора камни Мачу-Пикчу демонстрируют невероятное мастерство цивилизации инков. Но как люди смогли притащить такие тяжелые глыбы на вершину горы и положить друг на друга? Оказывается, что Мачу-Пикчу располагается в месте пересечения сразу нескольких тектонических разломов. Выходит, что город был построен из камней, добытых с самой вершины горы. Тащить их так высоко не было необходимости, да и обрабатывать их было довольно просто даже примитивными инструментами, ведь за счет постоянной тектонической активности гранитные камни в этих местах особенно хрупкие. Ольян-Тайтамбо, Перу. Странный городок Ольян-Тайтамбо также расположен в Перу, в священной долине инков к северо-западу от Куско. Город лежит на высоте около 3000 метров над уровнем моря. Ольян-Тайтамбо, как и Мачу-Пикчу, окутан тайнами, пропитан энергией древних инков. Любопытно, что даже современные ученые не смогли датировать время строительства объекта. Но помимо этого, Ольян-Тайтамбо привлекает наше внимание мегалитическими сооружениями. Самые известные мегалиты являются основанием храма Солнца и вырезаны из розового порфира. Ученые до сих пор ломают головы, как инки без всякой механики могли затащить их туда. Хотя, может, это и не инки. Бытует мнение, что мегалиты или каменные блоки появились еще задолго до инков. Местные жители верят, что мегалиты были созданы лемурийскими великанами, выходцами из затонувшего материка Лемурия. Лемурийцы, согласно легенде, обладали огромным ростом и невероятной силой, что объясняло возможность сооружения таких монументальных конструкций. Мегалит Иши-но-Ходен, Япония. Этот памятник неизвестной цивилизации находится в префектуре Хиого, около портового городка Такасага. По форме Иши-но-Ходен вырезан в виде двух плоских прямоугольных параллелепипедов, ориентированных вертикально. Одна из сторон имеет выступ в форме вершины пирамиды. По приблизительным оценкам, масса скальной породы составляет 500 тонн.
Глядя на этот блок, создается впечатление, что работа была прервана и требует продолжения. Под мегалитом находится большой каменный резервуар в виде подноса, наполненный водой, которая никогда не пересыхает. Удивительно, но кажется, что он летит над озером. Но это можно объяснить. Дело в том, что из-за воды под мегалитом не видна опорная часть по центру камня, столб, связывающий мегалит со скальным отверстием. Так что здесь нет никакой магии. Однако есть вопросы. Кто и для чего создал данный мегалит, ученые так и не выяснили. Мегалит Масуда, Япония. Странная асимметричная ванна весом около 800 тонн посреди бамбукового леса на склоне небольшой горы в японском парке Асука. Эта каменная структура Масуда Иевафун, длина которой приблизительно составляет 11 метров, ширина 8, а высота 4,7 метра. Объект представляет собой высеченный холм с двумя отверстиями, каждая площадью около квадратного метра в центре, уходящие в землю. Огромный камень явно был высечен вручную из цельного куска гранита и настолько крепкого, что даже с использованием современного оборудования оставить на его поверхности хотя бы царапину крайне сложно. Цель создания абсолютно не ясна. Никаких упоминаний в письменных источниках нет, хотя версии назначения выдвигают разные. Памятник миссионеру Кобо Дайши, построившему близлежащий водоем Масуда, древняя могила, платформа для наблюдений за звездами и тому подобное. Также на территории парка располагаются другие обработанные мегалиты возрастом в десятки тысяч лет и весом от 350 тонн. Откуда они взялись в парке, никто толком не может объяснить. Мегалиты Баальбека, Ливан. Древний ливанский город Баальбек известен своим одноименным храмовым комплексом, а в особенности храмом Юпитера. В основании храма лежит так называемый трилитон Баальбека. 3 куска известняка, каждый весен примерно по 800 тонн. Они аккуратно сложены, точно и плотно пригнаны друг к другу. Из-за того, что весь храм построен из более мелкого камня, чем трилитон, и его подложка, трилитон воспринимается как элемент мегалитической кладки, выбивающийся из ансамбля здания. К сожалению, сам храм Юпитера не дожил до наших дней. От него осталось только 6 колонн высотой по 22 метра. Примерно в 900 метрах от храма Юпитера находится еще один мегалит Баальбека – Южный камень, или же камень беременной женщины. Он имеет высоту более 1000 тонн. Очевидно, это 4-й элемент трилитона, который даже не довырубили из скального основания. Но почему он так и не был доставлен в свое время на стройку? И кто заложил в основание храма Юпитера 3 больших камня? Современные археологи уверены, что мегалиты Баальбека – творение древних римлян. Однако, как им это удалось сделать, остается загадкой. Мегалитический комплекс Перперикон, Болгария. Перперикон – археологический комплекс, один из старейших мегалитических памятников в мире, расположенный на 470-метровом скалистом холме в восточных Родопах. Его называют европейским Мачу-Пикчу. Заметили, что он похож на мегалиты Америки? Тысячелетия назад Перперикон был только огромным скальным массивом без почти никакой растительности. Древние жители этих земель обожествляли величественные скалы, делая восточные Родопы колыбелью мегалитической культуры. Город состоит из 4 частей – мощной крепости, Акрополя, дворца, а также северного и южного пригородов. По обеим сторонам улицы сегодня сохранились фундаменты домов, высеченные в камне. Внушительные размеры дворца и особенности его устройства доказывают, что он имел и религиозное назначение. Исследователи полагают, что здесь было знаменитое святилище древнегреческого бога Диониса. Особенно впечатляет вырубленный в этом скальном холме прямоугольной правильной формы бассейн, наполненный водой. Для чего было вырубать все это великолепие из монолитной скалы? Это же сложно и долго. И что здесь было на самом деле? Никто не знает. Мегалиты национального парка Лоре-Линду, Индонезия. Национальный парк Лоре-Линду расположен на индонезийском острове Сулавеси. Кроме всякой диковинной живности, в парке также обитают более 400 мегалитов, из которых около 30 представляют человеческие скульптуры древнейшего происхождения. Они варьируются в размере от нескольких сантиметров до 4,5 метров. У статуй прямые тела, большие головы и круглые глаза. Большинство из них стоят отдельно, наполовину погребенные в полях,
скрытые высокой травой. Другие опрокинуты. Остальные мегалиты имеют форму крупных пластин и каменных плит. Хотя это место было обнаружено более 100 лет назад, очень мало известно о древней культуре, которая их создала. Мы даже не знаем, когда были вырезаны эти мегалиты. Предполагаемые даты варьируются от 1000 до 5000 лет назад. Однако, кроме этих древних каменных мегалитов, не было найдено никаких инструментов, остатков поселений или других свидетельств общества, которое их построило. Так много вопросов, так мало ответов. Мегалиты Карнака, Франция. Около французского города Карнак расположено одно из крупнейших в мире скоплений мегалитических сооружений. Здесь находится более 3000 доисторических мегалитов, высеченных из местных скал и воздвигнутых докельтскими народами региона Британь. Карнакские камни — это не только аллеи из мегалитов, но и отдельно стоящие менгиры — мегалиты, которые каким-то чудом были установлены древними людьми. Самый высокий отдельно стоящий камень в высоту имеет 6,5 метров. Здесь есть курганы и дольмены – древние погребальные сооружения, которые также были выполнены из каменных глыб. Основная часть карнакских камней была установлена примерно в 3300 году до нашей эры. Однако археологи считают, что некоторые сооружения могут датироваться приблизительно 4500 годом до нашей эры. Кто их здесь расставил и зачем, доподлинно неизвестно. Возможно, здесь собирались друиды, жрецы древних кельтов, или в древности каменные мегалиты использовались в качестве примитивного сейсмографа, или это была древняя астрономическая обсерватория. Стоунхедж, Великобритания. Овеянный тайнами и легендами Стоунхедж – это древнее и самое известное в мире мегалитическое сооружение, расположенное на юге Англии. 30 сарсеновых камней образуют круг диаметром 33 метра. Эти камни достигают 4 метров высоты, 2 метров ширины и веса около 25 тонн. Сверху на них положены камни-перемычки длиной около 3 метров и шириной 1 метр. Возник Стоунхедж, по мнению ученых, приблизительно 3000 лет до нашей эры. Но возводили круговой мегалит в несколько этапов в течение 2000 лет. Его назначение неизвестно. Одни считают, что это был храм, служивший для отправления культа. Другие – место захоронения, третьи – астрономическая обсерватория. В противовес догадкам ученых, кельтские легенды утверждают, что Стоунхедж – это святилище волшебника Мерлина, которое он сотворил силой магии. Однозначного ответа нет, но тайны, окружающие Стоунхедж, сделали его популярным туристическим объектом, который ежегодно посещает более 1 миллиона человек. На этом у нас все, друзья. Спасибо вам за просмотр. Не забудьте поделиться в комментариях, какое мегалитическое сооружение впечатлило вас больше всего.